Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В проекте «Переделка хрущевки от А до Я» начинаются плиточные работы. И в этом ролике я буду укладывать плитку, вернее керамогранит, на пол, а также облицовывать душевой поддон мозаикой. В санузле все подготовительные работы выполнены. Стены поштукатурены по маякам, залит душевой поддон и сделана гидроизоляция. Материалы: плитка, клей, профиль и расходники. Для облицовки санузла буду использовать керамогранит Керамин. Коллекция Ноттингем. Керамогранит гораздо крепче обычной плитки, более износостойкий. Его можно использовать как внутри помещения, так и на улице. А также у него низкое водопоглощение. Для поддона я выбрал мозаику из коллекции Детройт. По сути, это тоже керамогранит, нарезанный на квадратики и приклеенный на сетку. Керамогранит имеет ярко выраженную деревянную структуру. Для фартука я выбрал керамическую плитку 20 на 20 из коллекции Freestyle. Мне она очень нравится. К ней мы вернемся позже на этапе укладки фартука. На внешних углах буду использовать профиль из нержавейки. С этими углами из нержавейки, если честно, я ни разу не работал. Но вижу результат, который выкладывают плиточники в Instagram. И он мне нравится. Тем более, что угол получается не острый, а скругленный. Если вы хотите сэкономить на услугах дизайнера, то в любом салоне Керамин вам сделают бесплатно дизайн-проект. Что из себя представляет проект? В проекте есть визуализация. Вы заранее видите, как будет выглядеть плитка в санузле. А самое главное, есть раскладка по полу и стенам с точными размерами и необходимым количеством плиток. Укладку плитки буду производить при помощи крестиков 1,5 мм и пластиковых монтажных клиньев. Что касается СВП, то я сначала решил не работать с системой выравнивания плитки, но забегая на будущее, скажу, что я потом все-таки взял ее в работу. Плитка на пол, стены и мозаика в поддон будут укладываться на один клей Ceresit SM16. Это эластичный клей, проверенный годами, который подходит для всех типов плитки. Клей C2 по классификации, тиксотропный, может применяться с теплыми полами. Обо всем этом я более подробно расскажу в процессе укладки. Инструмент для укладки плитки. Основной инструмент, который буду использовать: ручной плиткорез, черепашки, коронка и, конечно же, болгарка. Достал, кстати, из гаража стол плиточника, который мы с напарником делали лет 5 назад, в эпоху ячеистых столов. Кто помнит, у меня на канале есть ролик. Самое главное достоинство этого стола – себестоимость, примерно $15 по материалу. Есть всякие ниши для инструмента. В общем, несколько лет стол лежал бесхозный в гараже. Электрический плиткорез. Станок для нанесения клея, который я раньше показывал в своих роликах. Гребенка с зубом 6 и 8 мм. Если без электрического плиткореза можно обойтись, заменив его болгаркой и черепашками, то без ручного с плиткой вы работать не сможете. Какой-никакой, а ручной плиткорез должен быть. Приступаю к работе. Облицовка поддона. В мозаике есть такое распространенное явление. Когда вы складываете маты между собой, они слегка могут не сходиться. Причем это даже не зависит от дороговизны плитки. Это встречается у всех производителей. И дорогих, и дешевых. Что делать в таком случае? Вот я сейчас, допустим, складываю. Ну вот, чуть-чуть торчит зубчик плитки. Выхода 3. Либо просто центровать по среднему. С учетом количества плитки этот дефект он замылится, и вы его потом не увидите, когда все затрется затиркой. Второй вариант. Просто те куски, которые неровно вклеены, их 1-2 оторвать и вручную переклеить. И третий, самый
такой скрупулезный, это просто все отодрать и по одной штучке вклеить. Такое иногда тоже бывает. Что буду делать я? Я буду вклеивать по среднему. Ну, может, максимум 1-2 штучки оторву. Первым делом мне нужно установить трап, потому что я его не устанавливал для того, чтобы подрегулировать по высоте мозаики. Вот сейчас я подставляю мозаику, и у меня трап получается где-то примерно на миллиметр ниже мозаики. С учетом клея само то. Поэтому сейчас я ставлю сюда резинку и сажу на силикон. Ставлю резинку и смазываю все силиконовой смазкой. Примеряю трап. Наношу силикон и вклеиваю трап. Цвет силикона не имеет значения. Использую тот, что есть у меня в наличии. Предварительно раскладываю мозаику в душевой поддон без клея. Предварительную раскладку нужно делать обязательно. В противном случае, если сразу приклеивать мозаику, то может оказаться, что что-то не сходится. Самое главное, что все сошлось вокруг трапа, как я и рассчитывал. Маты подписываю и откладываю в сторону. После того, как я предварительно разложил мозаику в поддоне, и у меня все сошлось, как ни странно, можно приступать к укладке на клей. В емкость заливаю воду. Для укладки мозаики замешиваю небольшое количество клея. Так как затирка у меня будет серая, и мозаика, по сути дела, это просто порезанный керамогранит на квадратики, для укладки я буду использовать клей SM16, тот же самый, на который буду укладывать плитку на пол и на стены. Для мозаики использую гребенку с зубом 4 мм. Середина приклеена. Теперь нужно сделать подрезку по краям. Практически мозаика укладывается вплотную к основанию, на минимальный слой клея, и фактически уклон формируется именно основанием. После приклейки мозаику удобно утрамбовывать резиновой площадкой для затирки. Предварительно разрезаю маты на полоски. Те кусочки, которые побольше, отрезаю на ручном плиткорезе.
более узкие куски отрезаю на электрическом плиткорезе. Затем все куски по периметру приклеиваю. Часть кусков приходится вклеивать по одному, так как они оторвались от сетки. Мозаику на поддон я приклеил. Приступаю к укладке плитки на пол. Дальше перехожу на пол и бортик. Предварительно нужно отмерить и отрезать нержавеющий профиль. Прикладываю профиль на место, где он будет стоять. И сразу отмеряю плитку по ширине. Меряю и отрезаю 3 плитки по размеру бортика. Еще нужно сделать отверстие под трубу. На объекте у меня не было подходящего размера коронки по плитке, но зато была коронка по бетону, и я решил попытаться сделать ей отверстие. В качестве кондуктора использовал лист гипсокартона. Получилось немного корявенько. Лучше, конечно, использовать коронку по плитке. Впиливаю зубья на станке. Примеряю вырезанную плитку. Замешиваю клей сразу на пол и бортик. Клей по густоте воздушный, не жидкий и не густой. Клей наношу руками. Со станком на 3 плитки нет смысла возиться. Клей пластичный, работать одно удовольствие. Под рукой полезно иметь воду и губку, чтобы протирать торцы от клея. Начинаю приклеивать бортик. После приклейки керамогранит выставляю при помощи клиньев и крестиков.
Чуть позже я расскажу, почему сначала сделал бортик, а потом только пол. Хочу показать на наглядном примере. Каждый мастер укладывает плитку по-своему. Лично мне нравится сначала сделать всю подрезку, разложить на полу плитку, посмотреть, и потом единым ковром за раз сделать всю укладку. Бортик готов, теперь можно приступать к полу. Предварительно раскладываю плитку по проекту. Между плитками вставляю крестики. Размечаю плитку и делаю необходимую подрезку. Под трубы, которые идут из пола, предварительно размечаю и просверливаю отверстия. Отверстие просверливаю при помощи коронки, в которой вставлена губка для воды. Дальше прорезаю плитку на электрическом станке, так как надеть ее на трубы сверху нет возможности. Таким образом раскладываю, размещаю и подрезаю всю плитку на полу. Вся подрезка готова. Теперь керамогранит нужно убрать в сторону и приступить к укладке. Укладку произвожу следующим образом. Наношу на всю плоскость пола клей, равномерно распределяю гребенкой и укладываю плитку. Контролирую, чтобы клей не попал в швы. При укладке керамогранита пристукиваю резиновым молотком, а также делаю вибрирующие движения, чтобы сцепление клея и керамогранита было хорошим. Когда все вырезано, то приклейка занимает очень мало времени. Работа выполнена. На следующий день после укладки керамогранита на пол. Достаю крестики из швов. По поводу этого бортика, почему я его сделал вместе с полом. Если бы я сначала сделал пол, а потом бортик, то мне бы пришлось сделать чистовой лицевой рез. А так получается, что резанный край я закрыл целой плиткой, заводским краем. И соответственно, меньше работы. Для того, чтобы упростить себе работу, я решил сразу сделать в поддоне затирку. Пока нету плитки, мне не надо будет возиться с углами. Я сейчас полностью все заполню затиркой и просто накрою пленкой, чтобы не затаптывать ее. Протираю мозаику. Заклеиваю трап лентой ПВХ.
Буду использовать скипер, ведро плиточника. Затирку наносить буду при помощи резиновой площадки. По материалам для плитки у меня комплексное решение. Гидроизоляция, клей, затирка и силикон одной фирмы Ceresit. Состав замешиваю по инструкции. Начинаю нанесение. Излишки не убираю. Эту технологию я уже показывал в своих роликах. Затирку я нанес. Теперь будем ждать. Примерно через 50 минут влажной губкой размазываю все остатки затирки по мозаике, тем самым заполняя все маленькие ямочки и дефекты. Затем аккуратно все смываю. Осталось только очистить пространство между трапом и мозаикой, потому что там будет силикон. Продолжение следует. Затеяли ремонт? Готовы снимать это на видео и побороться за главный приз на сумму 100 тысяч рублей? Всеинструменты.ру объявляет всероссийский кастинг в онлайн-реалити-шоу. 10 героев возьмутся за ремонт своими руками и покажут, на что способны непрофессионалы. Набор участников идет полным ходом. Запишите видео о себе и своих планах на ремонт и отправьте заявку на сайте vitv.ru. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!